Всем привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Сегодня я расскажу о том, как получить ВНЖ по покупке недвижимости, как это было у нас. Потому что мы получали ВНЖ именно по покупке недвижимости. Такой ролик у меня уже существует, но он больше такой вот длинный, то есть там все подряд. И я решила сделать укороченные варианты, то есть конкретно информация. Вот сегодня я поделюсь с вами именно информацией о том, что необходимо для того, чтобы получить ВНЖ по покупке недвижимости, на основании покупки недвижимости. Итак, вы приобрели недвижимость в Сербии и теперь хотите получить ВНЖ. Есть два способа. Я расскажу о том, которым воспользовались мы. То есть вы можете подать заявку на получение ВНЖ онлайн. Мы так не делали. Мы сходили в полицию и непосредственно таким образом подали заявку на получение ВНЖ. Как было у нас? Мы обратились в городе Ниш в отделение полиции, там, где именно занимаются этим оформлением ВНЖ, оформлением белого картона. Вот, значит, инспектор разговаривал по-английски и по-сербски. Сын у меня хорошо знает английский, поэтому изначально, когда мы приехали, сербского мы еще не знали совсем. И сейчас уже сын разговаривает практически по-сербски неплохо. Вот, но это было полгода назад. Сын еще практически не знал сербского, знал только английский. И можно было спокойно с инспектором пообщаться на английском языке. И это плюс, потому что если вы не знаете английский, то это будет сделать достаточно сложно не онлайн. То есть язык нужно все-таки знать. Значит, мы сказали, что мы приобрели недвижимость, купили квартиру и теперь хотим подать заявление на получение ВНЖ. Квартира у нас куплена 50 на 50, то есть 50 сын, 50 я. Вот. И на этом основании мы хотим податься на ВНЖ и получить разрешение на работу в Сербии. Сейчас ВНЖ и разрешение на работу в Сербии выдается одновременно. То есть это один и тот же документ, пластиковая карточка, боровок так называемый, который дает и разрешение на работу, и ВНЖ. Но с разрешением на работу есть нюансы. Оказывается, не всем удается получить разрешение на работу в Сербии. Есть варианты на полный рабочий день, на пол рабочего дня и вообще отказ в работе в Сербии. На чем основываются эти решения, я не знаю. Нам дали на полный рабочий день, хотя до этого немножко пугали, что мы не знаем, нам сказали, как вам дадут разрешение на работу. Могут дать и на пол рабочего дня, например, то есть на 4 часа, не на 8, а на 4. Так как принимаются решения в Белграде, на что они основываются, я не знаю. Вот. Но немножко нас перед тем, как мы уже получили разрешение на работу и ВНЖ, нас немножко напугали. Но у нас все обошлось. Нам дали на полный рабочий день. Вот, в общем, начнем. Вы приобрели жилье, пришли в полицию, объяснили, что вы хотите подать на ВНЖ, и нам выдали вот такой вот листочек, где прописано, что для этого необходимо. Значит, первое – это фотографии. 2 фотографии. Я привезла фотографии из России, 3 на 4. Но здесь написано 5 на 5. Я их отдала 3 на 4, поэтому мне ничего никто не сказал, что они не подходят. В общем, так как эти фотографии не на карточку, там фотографируют вас потом уже при получении карточки, на месте фотографируют, и эта фотография будет у вас в вашем ВНЖ, в Боровке. Эти фотографии, видимо, вклеиваются в какое-то типа личное дело. Вот, поэтому я привезла 3 на 4 из России, у меня их взяли. Хотя вот здесь написано 5 на 5 должна быть, 2 фотографии. Дальше, значит, копия паспорта. Обязательно это первая страница, где ваша фотография, и о пересечении границы в Сербию. Когда вы прилетели, вам штамп поставили, вот эта вот копия тоже должна быть. Основание, на котором вы получаете ВНЖ. То есть копия договора покупки квартиры. Необходимостью является также медицинская страховка. Что это за медицинская страховка? Мы делали ее в компании Дунав. Стоила она
8 с чем-то тысяч динар, что около 9 тысяч динар, это за год. Значит, для использования медицины она вам практически не пригодится, потому что там дается какой-то минимальный набор, что-то за год, то ли 1, то ли 2 посещения терапевта. Вот, то есть это такая медицинская страховка, которая оформляется вам на год, она является самой дешевой, и она нужна только для полиции, для того, чтобы для получения ВНЖ. Для того, чтобы мы ее просто туда отдали, что у вас есть медицинская страховка. Пользоваться ей практически невозможно. И выписка из банковского счета вашего о том, какая сумма находится на вашем счету. По-моему, что-то я слышала, то есть это не то, чтобы я точно знаю, но, по-моему, от 1000 евро, если у вас есть хотя бы 1000 евро, то это вполне достаточно. Но точно не могу сказать, потому что у нас было больше. Соответственно, если вы вот вдвоем, как мы с сыном, то есть нужно и выписку с с его счета банковского и с моего счета банковского. Также делается, естественно, все вдвойне. Медицинская страховка и, соответственно, документы. Значит, еще раз перечислим. Копия паспорта, копия договора о покупке квартиры, 2 фотографии, медицинская страховка на год, минимум на год должна быть, и выписка с вашего счета, с банковского, о том, какая сумма у вас находится на счету. Значит, копию вы все делаете в ближайшей копирке, это не проблема, стоят они недорого. Оформляете медицинскую страховку. Я уже сказала, порядка 9 тысяч за год она нам обошлась. И дальше идут платежи. Значит, за ВНЖ 22 700 тысячи динар, 420 еще за что-то, 2000. В общем, там за взятие биометрии берется, за картицу, за саму, за боровок. Все это отдельно, и все вместе натекает порядка 27 тысяч динар. Плюс, помним, да, мы уже потратили на медицинскую страховку еще 9 тысяч. Не считая копии, уже у нас получается 36 тысяч динар на человека. Это за оформление ВНЖ. В общем, все мы это подготовили, собрали, оплатили. Оплачивать нужно в менячнице, предоставить документ, который вам там дают, там типа чека. И еще нужен был белый картон, листочек белого картона, который вы делаете до того, как вы подаете на ВНЖ. Вы должны сделать себе белый картон. То есть, несмотря на то, что вы приобрели здесь квартиру, вы все равно делаете себе, так как у вас нет ВНЖ, белый картон. То есть, когда мы оформляли белый картон, в строке адрес мы пишем адрес и пишем сам себе. То есть ты делаешь сам себе. Со всем комплектом этих документов и с оплатами, которые у нас получились на 36 тысяч динар, вы обращаетесь повторно, у вас принимают документы и выдают вам другой листочек, типа подтверда, что вы подали документы на ВНЖ, и там будет прописан ориентировочный день, когда вам нужно будет явиться. Но он, скорее всего, не будет совпадать с тем днем, когда вам действительно позвонят и скажут, нужно прийти. У нас срок от подачи до того, как нам позвонили, сказали, нужно прийти в полицию, прошел месяц. Да, около месяца, без нескольких дней месяц. Но это еще не получение ВНЖ. Сначала вам звонят, вы приходите в полицию, в другой кабинет уже. Это было выше там на несколько этажей. Значит, для беседы. С вами должны побеседовать. С нами разговаривали по-сербски. Мы половину не понимали, потому что мы только приехали. И когда мы просили хотя бы по-английски поговорить, то не очень восприняли это. Мужчина сказал, что я не знаю английского языка, но была еще, слава богу, там была женщина, которая с нами пообщалась по-английски. Вот. Но все-таки вот это вот незнание сербского немножко нам дали понять, что это не нравится. Но с другой стороны, мы же не можем сразу знать сербский язык, мы только приехали. Поэтому, в общем-то, с женщиной мы пообщались вполне нормально. Вопросы были заданы такие, как чем вы занимались в России, кем работали, какое образование,
осталось ли у вас там жилье, остались ли у вас там родственники, чем вы планируете заниматься здесь, теперь в Сербии. Вот, каким образом вы планируете зарабатывать здесь, а вдруг вы не сможете зарабатывать и вы не сможете даже платить за квартиру. Какие-то такие были вопросы странные. Вот. Ну, на что мы пытались объяснить, что мы будем стараться зарабатывать, что вот у сына очень хорошее образование, я художник, тоже пытаюсь как-то этим зарабатывать. Ну, в общем, какой-то такой вот разговор по душам, я бы сказала. То есть выяснительный такой разговор. Вот. После чего нам сказали, что не факт, что вам дадут разрешение на работу на полный день. Вот. Нас, конечно, этим напугали. Мы задумались, ходили такие с неделю примерно, переживали по этому поводу. Но прошла неделя, нам позвонили повторно, сказали, приходите на оформление, вернее, на взятие биометрии, на оформление ВНЖ. И когда мы пришли через неделю, то, значит, мы сдали отпечатки свои и задали сразу вопрос. Нам дали разрешение на полный рабочий день? Нам сказали, что да. То есть на 8-часовой полный рабочий день. Вот. Ну, мы выдохнули, сказали, хорошо. Вот. Но саму карту мы еще не получили. Карту мы получили уже еще через неделю. То есть у нас заняло все оформление ВНЖ плюс получение самой карты уже ВНЖ Боровка. Заняло месяц и, наверное, около 10 дней. Где-то месяц и 10 дней. Мы даже одно время запереживали, когда нам долго не звонили, и пришли в полицию, чтобы узнать, не забыли ли про нас. Нас подняли документы, все посмотрели, сказали, что нет, все в процессе, вам позвонят, не волнуйтесь. Боровок, то есть ВНЖ и разрешение на работу выглядит сейчас просто как пластиковая карточка с вашей фотографией. В дальнейшем, когда вас спросят распечатку вашего Боровка, это означает, что в копирке вы отдаете и вставляют в компьютер вашу карточку, и данные распечатываются, все данные по вашему ВНЖ распечатываются, то есть когда вы его получили, на какой срок вам выдано, то есть все данные. И это вы отдаете эту распечатку туда, куда требуют. То есть это не копия самой карточки спереди и сзади, да, с двух сторон, а именно вот такая распечатка по всем вашим данным. Говорят, что к некоторым приходят домой, чтобы узнать, действительно ли они здесь живут по адресу. К нам никто не приходил. То есть нам вот позвонили через месяц, как мы подали заявку на ВНЖ, пригласили на беседу, мы пообщались. Через неделю нам позвонили еще раз, мы сдали биометрию. И еще через неделю нам позвонили, мы пришли получать готовую свою карту Боровок. ВНЖ нам дали сразу на 3 года по покупке недвижимости. Мы думали, что так и должно быть всегда, раз вы купили квартиру, но потом я узнала, что нет, не всегда так бывает. То есть вообще я не знаю, на чем основывается, даже может зависеть от инспектора, к которому вы обращаетесь. Покупка жилья не дает вам права сразу получать ВНЖ на 3 года, то есть могут дать и меньше, на год. Вот. Но у нас как бы прошло все хорошо, нам дали сразу на 3 года, и рабочий день, полный рабочий день, 8-часовой. По другим основаниям не могу вам ничего подсказать, потому что у нас такого опыта нет. Я напомню, что я делюсь с вами собственным опытом, то, как это было у нас. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Мне это поможет продвижению моему каналу, а вы всегда будете в курсе, когда выходят мои новые ролики. Они разнообразны, на разные темы и вообще о нашей жизни здесь, в Сербии. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!